Всем привет! И я вас хочу поздравить с окончанием зимы. Наконец-то зима закончилась, мы можем выйти на улицу и насладиться вот этим вот мокрым дождем и слякотью. И вы знаете, почему я так рад? Да потому что именно сегодня мы будем делать тесты на влагоустойчивость электроскутера BR43000 от Skyboard. В этом видео вы увидите, как он будет заливаться водой, мотор будет заливаться водой. С разных ракурсов я это попытаюсь снять, насколько это возможно. Поездим возле речек, чтобы влажность была еще больше. Ну и короче, пока вот дождь только собирается, но уже у меня лицо мокрое от этой моросни. Тем не менее, мы ждем дождь, выезжаем на улицу и топим этот электроскутер. Что в конце получится, я, конечно же, тоже покажу. Выводы мы сделаем, мы посмотрим, что там внутри залило, что не залило. В этом видео я не буду много говорить, только сделаю вывод. Поэтому дальше только экшен. Погнали! Я уже практически за городом, но дождь уже закончился, и я немножко расстроен, но я очень замерз. Наверное, будем двигать до дома. Ребята, я приехал. Морось еще идет, но дождя как такового уже нету. Я мокрый. У меня все мокрое, кроме, наверное, пуза. Так, смотрим внешний вид. Во-первых, мой. У меня здесь все мокрое. Мокрое. У меня хлюпают кеды, смотрите. Вот сзади. Я, конечно, сомневаюсь, что покупатели скайборда будут вот так вот ездить, дичайше по лужам. Зачем, это вообще не понимаю. Но, тем не менее, я это сделал. Я сегодня проехал 20 километров по городу в лютый дождь и не в лютый дождь, короче, в разный дождь. Я нашел пару луж, которых даже никогда не замечал, оказывается, они были под носом, потому что в Китае лужи очень трудно найти. Я поездил у речки. Короче, я сделал сегодня все, что мог. Пожертвовал или не пожертвовал своим здоровьем, вы узнаете в следующем ролике. Вот во время этих кадров, где я нашел какую-то дорогу, а это
Просто это очень редкость найти какую-то такую дорогу с ямами, без асфальта в Китае. Это очень сложно, поэтому я запомнил ее на будущее, но все-таки решил поснимать и сегодня ее. И в итоге я сломал все крепления, которые у меня были. Но вот это все, плюс мое состояние сейчас, сколько труда стоило это видео, столько лайков должно быть под этим видео. Так что, пожалуйста, не поленитесь, если вы это смотрите, то нажмите лайк, если вам хоть немножко меня жалко. Сейчас я очень замерз и хочу быстрее закончить это видео, поэтому давайте разбираться. И изначально внешний осмотр. Ну, во-первых, все фары проверим, да? Фары передние горят. Горят, дальний свет горит, все горит. Поворотники тоже горят. Все ништяк. Сзади все горит. Так, окей, гирлянду выключаем. Батарейка. Ну, как минимум я на ней доехал. Здесь стояла одна батарейка. А можно всего 3, вы помните, да? Сейчас посмотрим на нее. Батарейка сухая абсолютно. То есть снаружи мокро, внутри вот тут чуть-чуть капельки есть. Но я не знаю, это, наверное, как-то... вот, смотрите. Здесь мокро. Сидушка изнутри мокрая, но батарея полностью сухая, и внутри там тоже все сухо. Ну, это, скорее всего, когда я по лужам ездил, вода снизу летела и, видимо, заходила под вот эти вот штучки. Короче, это не страшно. Не страшно. Идем дальше. Опа. Так. Это моя работа. Так что... Ну, снизу все сухо. Видите? Несмотря на вот эти дырочки, здесь все сухо. Даже без учета вот этой прокладки, которая в комплекте шла. Сейчас посмотрим, как себя чувствовала бы третья батарея. Да? Убираем тут все. Пока не надо вот это. И здесь мокрышка. Здесь мокрышка. Но при этом не лужа. То есть это не аквариум. Смотрите, сам провод сухой. Здесь ничего не залито. Здесь есть капли. Капли, да, видим. Но при этом это все летело сверху. Я не закрывал. Вы видели, как я ее открыл. Она была не закрыта, то есть не на замок. То есть вот так вот я просто ехал, потому что мне влом было ее закрывать. Вот. И при этом вот капли налетели, но никакой лужи здесь. Короче, батарейка плавать не будет, как в аквариуме. А этого вполне достаточно, чтобы быть уверенным в ее сохранности. Основные провода все находятся вот здесь. Заглядываем отсюда сначала. Естественно, сверху здесь капельки есть. Даже если вода сюда заливала хоть раз, то, по идее, она должна выскакивать через все щели и не задерживаться там. А это самое главное. Самое главное, чтобы вода не задерживалась. Ну, давайте разберем. Снимем эту крышку и посмотрим, что внутри. Для этого я взял вот такие вот штучки. Так. Во-первых, сами провода, да? Сами провода, все фишечки сухие абсолютно. Да, реально сухие. Вот здесь вот чуть-чуть мокро, но это я, по-моему, сейчас капнул, когда вот эту штучку снимал. Так, провода, но на проводах есть как бы изоляция, там все нормально. Контроллер. А в жилах не вижу воды. Вот капелька и вот капелька. Здесь больше нету воды. И есть грязь, но эта грязь это на планке для этой крышки. Если
оторвать. Да, это тестировочная модель, поэтому вот эта штука уже оторвана, потому что я ее уже отрывал. Поэтому имею право так сделать. Смотрите, внутри сухо. Вот здесь вот мокренько на стыке двух отсеков. Но, в принципе, луж никаких нету. Как я и говорил, здесь есть куда вытекать в воде. А именно, если вот сюда посмотреть, вы видите мой палец? Вот здесь вода вытекает, если что. Но, в принципе, она и не затекает сюда особо. Даже при езде по таким лужам здесь луж нету. Аквариум не получился. Вы все видите сами. Ничего не случилось при сильном дожде, при таких катаниях, при которых я это все делал. Так вы, конечно, делать не будете, но теперь вы можете быть уверены, что в любом случае он не заглохнет при сильном ливне. Хотя при сильном ливне, конечно, лучше сидеть дома. Поэтому я вам напоминаю, что наш сайт skyboard.store, вы в него заходите, можете смотреть все характеристики более подробно наших электроскутеров, а также в этом списке городов ищите свой город, находите магазин, который там написан. Это наши официальные дилеры. Вы приходите, смотрите, тестируете и только потом покупаете после всех своих личных тестов наши электроскутеры Skyboard. Сезон только начинается, год только начался, поэтому все самое интересное будет дальше. А дальше будет тепло и будут солнце.